Всем привет! Вы на канале Сорокин Теннис, и в этом видео я попробую показать, как сделать тренировки веселее. Мне часто приходится слышать, что теннис — это очень скучный вид спорта, и зачастую это так, как говорил когда-то очень уважаемый мною тренер, что конкретно это было сказано про Зверева, что если Зверев играет 40-45 минут в день диагонали, то какое разнообразие ты хочешь. Я с этим согласен, все-таки теннис строится базовый на диагонали, но если у тренера есть воображение и желание сделать тренировку веселее, это достаточно просто сделать. Я пробую рассказать по всем по порядку. Поехали. Самая большая моя цель, почему мне хочется сделать это видео. Я не знаю, какое количество людей поддержит то, о чем я говорю, но я думаю, что это огромное количество людей. Я продолжу сказанное мной одной историей, которая реальная из жизни. Надеюсь, вы мне поверите. Это вот шаблон. Шаблон тренировки. Как выглядит обычная тренировка? Я думаю, что количество людей, которые могут это подтвердить, это неимоверно большое количество людей. То есть это разминка, да, это очень редко даже какая-то игра на квадратике. Это игра на линии подачи. Потом два игрока отходят назад, потом играют диагональ справа направо, слева налево. Очень редко играют с лета смеш, подача и нахер. Вот, собственно, вся тренировка. Я по такой системе протренировался, наверное, 85-90% своих времени, и особенно тренера любят подачу. Вот это прям, никто не знает, как ее ставить, но занести жопу на посадку, сесть и ни хера не делая кидать мячи, это, бля, вишенка просто. Подача, это прям... Нужна подача? Ну что, сыночка, начинаем с подачи. Да она нахер не нужна, я просто хочу сесть. Но ты будешь подавать подачу. Я уже в первый квадрат подал. Подай во второй, я еще компот не допил. И вот в таком формате я тренировался, и я не видел практически вот именно, ну, когда работали разнообразно. Я страдал от этого, и мое тренерское кредо, когда я становился тренером, я сказал себе самое главное, что вот с самого начала, когда я стал тренером, я сказал, я не буду делать ничего, что делали мои тренера. Тренер, почему у меня подачи не идет? А тебя это ебать не должно. Большие города. Вот если они опаздывали на тренировку, я буду приходить вовремя. Если они заканчивали на 5 минут раньше, я буду заканчивать на 5 минут позже. Если они делали тренировку скучно, я буду делать веселой. Если они работали за деньги, я сделаю за бесплатно. И так далее, и так далее. Для меня самое важное было не быть такими, как они. И я попробую в этой тренировке поделиться своим опытом, который я приобрел за 17 лет своей жизни, как сделать теннис чуть-чуть веселее, чем он есть. Есть ли какие-то правила в работе тренеров, какие-то шаблоны, которых надо придерживаться, которые вот сформированы очень много лет назад? Или надо быть новатором, не бояться пробовать? Выбор каждого отдельно, конечно, тот, кто боится пробовать, никогда ничего нового не попробует. Но расскажу, как это было на моей практике. Да? Мы тренировались. Цена где-то в это время за среднего тренера в Одессе колебалась в районе там, 7-8 долларов в час. Иногда это какие-то там очень хорошие такие там тренеров. Я не могу сказать, что они были хорошими тренерами, но высококвалифицированные спарринги могли получить 10 долларов в час. Но вопрос такой цены 25 долларов в час, ну просто было невозможно даже представить, что такую цену может кто-то спросить. Но тем не менее в Одессу приехал один человек, и я был приглашен на 2 или 3 тренировки. Это был 96 или 97 год, я не ошибаюсь, мне было, по-моему, в районе 15 лет. И я впервые увидел, что такое продуманное задание. Я примерно расскажу пример, да, что такое продуманное задание. Вот мы играли диагональ. В лучшем случае кто-то давал игру на счет, да. Но никто никогда не показывал вот именно полную обдуманность, продуманность задания до малейших деталей. Я покажу самый простой пример, пытаюсь его объяснить, что такое продуманное задание. Да? Например, тренер стоит с лета, 2 игрока стоят на задней линии. У игрока есть какое-то количество попыток, чтобы набить 100 раз. Например, он играет на тренера. И игрок, играющий, да, грубо говоря, играет против другого человека, который стоит в очереди. Играют 2 игрока. У обоих есть определенное количество попыток. Набить 100 раз, например, за 10 мячей. И кто-то набивает 100 раз, да,
и набивает больше 100 раз, 130 или 140, а второй набивает 110. То есть оба преодолели 100 рубеж, да, и, по сути дела, оба выиграли. Но у этого тренера даже на этом этапе разница в очках, да, если кто-то набил 140, а кто-то 110, компенсировалась упражнениями. Что такое компенсировалось упражнениями? То есть разрыв очков был 30, и перед началом задания он говорил, что мы разницу ударов прыгаем в кенгуру. И когда разница этих ударов получалась 30, тот, кто делал меньше, даже при том, что оба перевыполнили 100, делал 150 кенгуру. То есть у него всегда, у этого тренера оставался интерес играть. Да? Если мы играли на счет, любое задание, до 10, до 7, до 8, мы всегда за каждая разница очков получали какие-то там punishments, как наказание. То есть, грубо говоря, счет закончился 7-3, опять же, одно очко умножается на 5, ты делаешь 20 отжиманий. К чему это приучало? Это приучало, даже проигрывая 7-0 в игре до 10, бороться за каждое очко. И это было чуждо, потому что никто о таком никогда не думал. По-другому это задание могло быть продумано с точки зрения задействования попыток на попадание в определенную зону. Например, была начерчена какая-то зона, это могла быть диагональ угловая, это могли быть квадраты, это могли быть линии. Тоже до появления этого тренера я не сильно видел такие задания. И опять же, оба игрока могли делать эти задания за какое-то количество попыток. И вот, например, игрок, который сделал эти же попадания за меньшее количество попыток, и у этого тренера учитывалось, что попытка стоит, например, 20 приседаний. И если кто-то потратил 10 попыток, да, на это задание, а кто-то 9, соответственно, разница была в одну попытку. И, грубо говоря, тот, кто потратил попыток больше, тот делал 20 приседаний. Эти задания были продуманы всегда. Если вам интересна эта тема, да, вот именно продуманности заданий, и вы часто не понимаете, что вы играете, зачем вы играете, у вас пропадает интерес во время тренировки, покажите реакции, и я покажу вот именно завершенное, полностью продуманное от начала и до конца задание, как оно строится, какая структура у этого задания, какие должны быть выдержаны правила в этом задании и как его играть. Вариантов таких заданий у меня очень много. И как конец этой истории, да, про человека, у которого было продуманное задание, то есть практически все плюс-минус играющие дети, которые могли себе позволить такого тренера, все перешли к нему и платили по $25 в час, хотя это превосходило почти в 2,5 раза оплату всех даже самых-самых таких высококвалифицированных, которые считались тренерами в Одессе на тот момент. Просто это было нечто такое, что было вне конкуренции, вне общей плоскости конкуренции, и вопрос цены просто пропал. То есть это просто было настолько хорошо, что вопрос цены не стоял. И, в принципе, я считаю, что это было обосновано, я многому научился у этого человека, и вот именно если взять какие-то задания, которые я научился моделировать с точки зрения полной продуманности, то я могу сказать, что это я взял у него. Если вам понравится эта тема, пожалуйста, покажите реакции, и мы сможем сделать отдельную серию выпусков, топ-5 упражнений, которые будут продуманы от начала и до конца, и которые будут изначально веселее, чем просто игра по диагонали. А сейчас мы пробуем показать несколько заданий, которые продуманы до конца и которые могут просто поменять ваше отношение к теннису, особенно детей, и сделать его разнообразнее и веселее. Поехали! Да. Например, с чего начинается тренировка? Да? С обычной разминки. Я проверял это не раз. Дети это вообще просто в восторге от этого задания. Я впервые это видел, по-моему, задание Бобреда в академии, когда мы были. И по-разному его дорабатывал, тут несложно. Тут тот, кто понимает, как доработать любое задание, тот его доработает. Это обычная разминка с, я думаю, общепринятым, всем известным комплексом упражнений, плюс реагирование на какую-то команду. Допустим, это может быть там 3-4, несколько команд, которые может придумать любой тренер. Перед началом этого задания вы ставите игроков и договариваетесь с ними об условности знаков. Мы хлопаем один раз. Это выпад. Мы хлопаем 2 раза. Это поворот. Мы говорим оп. Это вращение руками. И мы говорим стоп. Это просто замирание. Наверное, для детей стоп и замирание это легко. Если дети постарше, то стоп и замирание неинтересно, потому что сама по себе команда стоп, она и говорит, что остановка, и навряд ли это будет сильно интересно. Можно поменять наоборот. Оп – это
остановка, а стоп — это вращение руками. Но это надо чувствовать, насколько дети воспринимают информацию. Выглядит это примерно вот так. То есть вы включаете комплекс упражнений, обсуждаете его с детьми, какие-то будут упражнения. До сетки игрок бежит медленным бегом, трусой, назад каким-то упражнением. То есть, например, в начале это бег вперед, приставной шаг назад. Потом это бег вперед, приставной шаг другой стороной. Бег вперед, скрестный шаг назад. Бег вперед, оленей шаг назад. Бег вперед, захлест ногами назад. И во время этого бега вы добавляете эти команды. Как присуждаются очки тому или иному игроку? Например, кто как запомнил команду. То есть, например, если у нас один хлопок, это был выпад, да, а кто-то на один хлопок сделал вращение руками, естественно, вы делаете балл минус тому человеку, который отреагировал неправильно на команду или позже среагировал на команду, но правильно. И таким образом в самой разминке уже включена какая-то маленькая игра, которая делает разминку веселее. Попробуем это показать. Давай. Да. Оп. Это оставишь. Это оставишь, давай. Да. Да. Оп. Оператор выбыл из игры, 4 задания сильно сложно. Давай. Давай. Нет. Любое задание из тех, которые показали. Перечень заданий назад на ваше усмотрение. То есть вперед труса, назад оленей шаг. Вперед труса, назад через линию. Вперед труса, назад прыжки. Вперед труса, назад ножницы. Перечень заданий бесконечный. Просто вот такая игра. Можно играть на очки с детьми, да. Если большая команда детей, 4, 5, 6 человек в разминке участвуют, какое-то количество баллов, и игрок выбывает из игры, если он ошибался в командах или реагировал на них позже. Но опять же, что посоветовал бы тренерам, не делать игру сильно долгой, потому что если, например, кто-то выбыл рано, допустил там 3 или 4 ошибки рано, да, и он сидит, а остальные дети разминаются, ну, не камильфо получается. Просто продумывать. Но мне кажется, это гораздо веселее, чем просто бегать вперед-назад. Та же разминка на квадратике. Есть очень много игр. Я пробую их показать, но я думаю, их очень многие игроки знают. Это задание придумал один мальчик, просто с которым я играл, да. Тоже вращение на квадратик. Я где-то ближе нахожусь к, наверное, системе Тони Надаля, да, который, насколько я слышал, запрещает разминаться на квадратике, поскольку это движение вырабатывает такую пассивную кисть с мягкого расстояния и, по сути дела, ничего не разминает. Но объясню, для чего я его делаю и какую игру делаю потом, да. То есть то же задание, которое делают все игроки, включите в нее маленький элемент интереса, например, 3 попадания в центральную линию. То есть вы крутите мяч в центре, и у вас задача попасть в центральную линию. То есть вы играете не просто на ту сторону, а с попаданием в центр. Только Никита очень активно играет. Вот он, я, по-моему, почти попал раз. Ну, вот сейчас точно попал, и Никита попал. И вот, грубо говоря, до 3 этих попаданий вы разминаете на квадратике, да. Перед тем, как вы начнете играть в следующую игру, это можно сказать, что вы размяли
слабую кисть и какой-то включили элемент интереса. Для меня всегда играть интереснее, когда есть какая-то цель. Например, после этого задания, которое вы покрутили, да, на квадратик, задание, которое нам показывал маэстро Кастеллани, прикольное задание, его вообще рекомендуется делать с утра перед игрой, и я делал его с определенными игроками перед игрой, это на фокус, на частоту внимания. То есть здесь вы договариваетесь, да, если вы тренер, это делается по одному заданию, если вы тренер двух игроков, которые разминаются сами, вы стоите сбоку, оно делается чуть-чуть по-другому. Например, как это выглядит, это задание. После каждого удара игрок должен сделать определенное действие. Он делает первый удар, раз. Он делает второй удар, проводит ракетку за спиной. Он делает удар номер 3, проводит ракетку под ногой. Делает удар номер 4, делает поворот. И делает удар номер 5, делает приседание. И таким образом вы, опять же, добавляете разнообразие в разминку. И из моей практики это очень наглядно показывает, насколько игрок сфокусирован, потому что его голова должна быть полностью здесь, и он должен думать об этих движениях. Попробуем показать, посмотреть, насколько сфокусирован Никита. Да. Окей. То есть первое задание, да, это всегда 5. Например, мы добавляем 6 и 7. Да? Маленькие дети, опять же, смотрите, чтобы все задания были легкими. Здесь не суть в тяжести задания. Очень многие дети маленькие, 6-7 лет, им очень тяжело покрутить на руке. Нам тяжело в это вникнуть, представить, что это может быть тяжело, но для маленьких детей действительно это тяжеловато прокрутить на руке, поэтому просто делайте там какой-то там подброс ракетки, чтобы они ловили струнами. Очень много разных заданий. Опять же, кто понимает, как добавлять, легко добавит. Теперь мы пробуем сделать 7 ударов с 2 добавленными. Ты кто такой, а? Что ты можешь-то? Ты никто, понял? Добавляем последние 3. И в среднем фокусированность 10+, это уже достаточно такой тяжелый уровень. И для детей, которые там маленькие или там не совсем такие профессиональные игроки постарше, это тяжеловато. 10 вменяемый ребенок, который пришел не баловаться, спокойно должен делать. Добавляем движение номер 8. Номер 9 и номер 10. Опять же, не усложняйте. Я придумываю эти движения с головы все время. Я не делаю сложных движений, там типа там раскрутил. Для детей это очень тяжело. И здесь суть в фокусе. Ты должен запоминать порядок. За голову. Окей, норм. Теперь я покажу, как это задание делается на двоих. Если вы тренер и вы стоите сбоку, да, вы можете играться, присуждать номера. Например, первое задание делает игрок, который касается первым. Второе должен делать я касаюсь вторым. Он делает 3, я делаю 4. Он делает 5, я делаю 6. Он делает 7, я делаю 8 и так далее. Сейчас я делаю 1. 3, 5. Блять, 6 крутишь. забыл это. Это... 2, 3, 4, 5. Что? 6. Крути ракетку. 7, Вспомнил. 8. Блядь, забыл, тебе подсказал, сам забыл. Тяжеловато вдвоем делать, потому что кто-то забывает и приходится корректировать того, кто забывает. Но у меня просто чуть-чуть больше опыта в этом задании, именно с точки зрения запоминания. Поэтому мне чуть легче. И очень
внимательно и хорошо будете наблюдать, как будет прогрессировать память у детей, которые будут делать эти задания, насколько лучше, выполняя систематически одно и то же задание, они будут запоминать то или иное упражнение. По-моему, это задание Кастелани называл Morning Wake Up. То есть я считаю, что это очень прикольное задание. Вот если особенно утром, да, дети выходят на матч, прематч, warm-up, то это очень такое интенсивное задание, именно чтобы врубить голову сюда, что ты находишься здесь, не отвлекаться ни на какую постороннюю мысль. Также в продолжение темы Тони Надаля, да, который не играет на квадратик, потому что так сказали, что он считает, что это разминка мягкой кисти, которая ничего не дает потом при отходе назад. И я с этим полностью согласен, и мне нравятся другие задания, я могу много их показать, опять же, просто покажите, что это интересно, и я покажу больше. Задания, в которых кисть можно размять гораздо более интенсивно, чем вот это вот бесполезное пинание мяча с посадкой тренера жопой на стул, что он смотрит звук, как крутят дети, и никакого смысла в этом нету. Это задание «Силовой квадратик». В нем правила таковы, что у каждого игрока есть квадрат, и он может играть в этот квадрат любой силой, но не с лета. Почему не с лета? Потому что если кто-то выходит к сетке, да, и наносит отсюда просто сильный удар, абсолютно пропадает смысл этого задания как разминки кисти. То есть можно просто идти с лета и сразу заканчивать игру. То есть эта игра играется в один квадрат. Какое разнообразие я добавил в эту игру? Я добавил, что разминаются обе половины. Например, если игра играется до 7 или до 10, неважно, то играется один розыгрыш на этот квадрат, один на тот. Примерно пробуем сейчас один розыгрыш разыграть, показать. Есть какой-то элемент того, да, что можно и побегать, если втягивать укороченную вперед. И одновременно, опять же, но если вы играете нормально, то нельзя бездействовать, да, на коротком мяче. Нельзя просто отбивать мяч тычком. Потому что место остается сзади, волей играть нельзя. И если против вас играет какой-то плюс-минус нормальный соперник, который может сыграть длиннее, вы позиционно проигрываете розыгрыш. То есть, доставая мяч, надо сделать или какую-то остроту, да, или рисковать засовывать за спину. Частично эта игра имитирует игру на большой корт, только на маленьком расстоянии, без скорости. И чем эта игра для меня хороша, что поскольку здесь нет силовых ограничений, есть только лимиты в правиле, что нельзя играть с лета и смеш, то вы действительно разминаете кисть, которая быстрая. По этой же аналогии можно разминаться по диагонали. Попробуем показать пару розыгрышей, такая же система. Один розыгрыш правая диагональ, одна левая. Что-то подобного плана играется в этой игре. Опять же, вы меняете квадраты по желанию. Можете играть до 7 одну диагональ, до 7 другую. Я все время делаю по одному очку смену. Одно в одном направлении, одно в другом. И играется как линия, так и диагональ. Поехали. Это я покажу один пример. Я не готовился особо к этому видео. Так, чтобы делать продуманное задание, да. То есть я смоделирую квадрат. Эту игру можно усложнять как угодно. Можно внутри квадрата рисовать еще один квадрат, да, какой-то маленький, и удваивать очки за попадание во внутренний квадрат. Но это, опять же, в идеальном мире, который у меня какое-то время был, где работает спарринг, да, его задача просто отбивать, а тренера задача считать. Это возможно сделать. Когда тренер один, и все эти подсчеты на нем, это достаточно тяжело. Внутренние квадраты, дополнительные мишени внутри, это очень усложняет сам подсчет. Поэтому я пока ограничусь на сегодня простым продуманным заданием, в котором будет треугольник, квадрат, который я нарисовал путем замера, который я показывал уже, по-моему, в курсах тренеров. Да? Единственная единица измерения, которая у меня есть, это курочки. Я не пользуюсь никакими метрами, я ненавижу ничего ставить на глаз. То есть я удалил на 10 курочек, я создал специально большой квадрат, чтобы в него было легко попасть, чтобы мы не снимали кучу дублей с точки зрения попадания. И объясню простой пример продуманности, да, задания. Пример продуманного упражнения. Например, у нас есть треугольник, обычный треугольник, который мы делаем 6 ударов на задней линии. И 7-м ударом мы должны посылать мяч
в мишень, которую мы нарисовали в противоположном углу. Как это делается? Мы посылаем мячи на заднюю линию, треугольник начинается всегда с линии, соответственно, если тренер стоит в этом углу, то это левая линия, первый удар, и 6 мячей мы контролируем с игроком на задней линии. Седьмой мяч мы даем короткий, и с седьмого удара игрок, чья попытка это была, есть шанс направить короткий мяч слева по диагонали. Продуманность задания заключается в том, что, грубо говоря, должна быть разница как попаданий, так и попыток. Например, оба игрока делали это задание. У обоих игроков было 10 попыток, да? И один игрок за 10 попыток сделал необходимое количество попаданий. Это может быть 5-7 попаданий. Вы можете устанавливать эти задания и ширину мишени, соответственно, от уровня игроков. Второй игрок за эти же 10 пыток попал 5 раз. Один игрок 7, второй 5. Соответственно, разница попаданий 2. Придумывайте, чтобы за эту разницу была какая-то наказание, какое-то упражнение, какое-то приседание, какое-то отжимание, какая-то планка на руках какая-то. Что-то должно быть, чтобы показывало игроку, который сделал меньше, что он должен работать по-другому, если не доработал на корте. Это с одной стороны, да, если один игрок сделал задание, если второй не сделал. Если, допустим, не сделали оба, то, грубо говоря, вы берете тот коэффициент попаданий, который должен был у вас быть заложен в задание. Если надо было попасть 7 раз, оба игрока не попали, сделали 1-5, 1-3. Опять же, от 7 отнимаем 5, остается 2, и умножаем их на 10, разницу в упражнениях. И от 7 отнимаем 3, и умножаем их на 10, соответственно, разницу упражнений 40. Вот это пример простого, продуманного задания. Давай. Вот мы показали пример этого задания, да, как оно играется. То есть, еще раз повторюсь, простым языком. Всегда учитывайте, чтобы была разница попаданий и разница попыток. Чтобы оба эти вещи у вас были разграничены. Что если оба игрока попали, да, то давайте преимущество тому игроку и придумывайте систему наказаний, различающую разницу попыток. То есть кто сделал меньше попыток, чтобы имел какой-то поощрительный момент. Кто потратил больше попыток на попадание, имел какое-то наказание или какую-то разницу, не знаю, любую. Собирать мячи может, корт убирать. Но чтобы была разница между тем, кто сделал больше, и между тем, кто сделал меньше попыток. Либо все, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео и вы хотите больше разнообразных заданий, которые помогут сделать тренировки веселее и отдельные задания более продуманными, во-первых, напишите, каких заданий больше хочется, которые делают тренировку более продуманной, сами задания, или веселее. 500 лайков и продолжение не за горами. Пока.